Смартфон, который имеет усиленную ударостойкость, экран с поддержкой адаптивного режима частоты обновления экрана, а также 120 Гц. Хороший дизайн, качественные материалы, тонкий и легкий корпус, быструю зарядку и даже беспроводную зарядку, удобную оболочку с различными полезными функциями, звучание с аудиоэффектом Harman Kardon, и это только малая часть того, что можно прочесть в рекламе к противоударному смартфону Blackview BV9220. Но как же на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам, разумеется, расскажу. Распаковка. Поставляется смартфон в белой коробке из плотного картона, на которой есть название модели, а также краткие характеристики. Пакинг отличный, все упаковано надежно. В комплекте мы имеем GAN блок питания на хорошие 66 Вт, кабель для зарядки с USB-C на USB-C и, наконец-то, противоударный смартфон, который упакован в пленку. Защитная пленка в стоке наклеена, что хорошо. Прорезиненный полноценный слот на 2 сим-карты и одну карту памяти до 1 терабайта. Габариты устройства 174 на 82 на 13,7 мм без блока камер и 14,3 мм вместе с блоком камер. Вес 320 граммов. Розыгрыши моря, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это, разумеется, 5 Mi Band в 7 серии. Разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, там много всего полезного, ссылка в описании. Мой личный телеграм-канал и телеграм-канал взаимопомощи. Там вы можете всегда спросить, что стоит покупать, а что нет, где какие минусы и плюсы. Комьюнити большое, подписываемся. Подписываемся на YouTube-канал с колоколом, перейдем же к защищенному смартфону. Приобрести данную модель можно в черной расцветке с оранжевыми вставками, а также с зелеными вставками. Все как в BV7120, обзор на который, к слову, вы можете также посмотреть на моем канале. Дизайн смартфона мне нравится. Несмотря на то, что это противоударный смартфон, выглядит он по мне неплохо. Боковые рамки металлические, тыльная часть прорезиненная, как и торцы с нижней и верхней части. Есть утолщенные углы для улучшения прочности. В руке лежит смартфон не совсем удобно, и одной рукой пользоваться им проблематично по мне. Но в целом возможно. Сборка отличная, как и материалы. На корпусе есть разъем для зарядки USB Type-C OTG версии 2.0. Он находится под прорезиненной заглушкой. А слот не находится под заглушкой, а просто спрятан на левом торце смартфона. Из интересного есть крюк для шнурка, кнопка питания со встроенным сканером отпечатков пальцев, качели регулировки громкости, программируемая клавиша PTT с 3 видами нажатий. В настройках ко всему можно настроить команды для нажатий, что удобно. Мини-джека нет, как по мне, это фейл. Далее есть микрофоны, 2 основных стереодинамика Smart PA Box и 1 разговорный. Компания Harman Kardon предоставила команде Blackview Audio акустические эффекты для данного смартфона. Вы ощущаете уже уровень у Blackview? В стоке есть 5 предустановок звука, но с кастомного эквалайзера здесь нет. Звучание для подобного вида устройства, как по мне, просто отличное. Громкости более чем достаточно. Не ожидал я от защищенки такого. Есть функция продувки динамиков. Список поддерживаемых кодеков вы можете наблюдать на экране. Все основные на борту, что хорошо. Вибромоторчик неплохой, но не настраиваемый. Последнее, что стоит отметить, это световой индикатор, который находится в блоке камер. Он предупреждает о низком заряде аккумулятора, о входящем вызове, непрочитанных сообщениях и не только. Настроить данный светодиод можно, и это хорошо. Летим дальше. Смартфон оснащен IPS-дисплеем на 6,6 дюйма с разрешением 2408 на 1080 пикселей Full HD+. Дисплей покрыт стеклом Corning Gorilla Glass 5 серии, имеет бортик по периметру для защиты. Соотношение сторон 18:8, что не особо стандартно. Соотношение корпуса 85% полезной площади. Есть сертификация TUV Rainland с низким светом. Рамки, подбородок, как и каплевидный вырез под фронтальную камеру, тоже на борту. Плотность пикселей 400 ppi, что хорошо, яркость 480 нит. При прямом попадании света на экран яркости мало. К примеру, в солнечный день разглядеть что-либо на экране будет проблематично. И для такого типа устройства это, конечно, проблема. Частота обновления экрана 120 Гц, также на выбор есть авторежим 60 Гц и 90 Гц, что круто. Автояркость под освещение подстраивается в целом корректно. Мультитач на борту, и экран откликается на 10 касаний одновременно. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в кнопку блокировки, распознавания лиц и стандартными способами. Сканер отпечатков пальцев работает хорошо, но не быстро. Завести один и тот же отпечаток пальца несколько раз можно, но это сделать сложно, так как, по всей видимости, смартфон распознает то, что отпечаток уже зарегистрирован. Распознавание лица срабатывает даже под углом, за что плюс, но завести можно только одни биометрические данные лица. Экран хороший, однозначно есть прогресс,
прогресс, так как мы имеем уже 120 Гц и авторежим, а не стандартные 60 Гц. Также отмечу режим работы в перчатках, наличие в верхней части экрана светодиодного индикатора и возможность изменить цветопередачу. Процессор MediaTek Helio G96, техпроцессор 12 нанометров и 8 ядрами, максимальная частота которого 2,5 ГГц, графический процессор ARM Mali G57MC2, интерфейс DocOS 3.1 на базе Android 12 версии. Русский язык, разумеется, на борту. Интерфейс работает довольно шустро, учитывая, что он противоударный. На борту есть также Android Auto, ко всему есть различные встроенные приложения наподобие игрового центра, морозилки для приложений, детский режим, режим фокусировки и так далее. Оперативная память LPDDR4X на 8 ГБ на борту, виртуальное расширение ОЗУ на борту, сверх уже имеющихся, внутренняя память UFS 2.1 на 256 ГБ. И напоминаю, что расширить память, вставив microSD, можно. Имеется поддержка Wi-Fi 5 серии, поддержка 5G сетей отсутствует, а для 4G Band 7 и 20 на борту. Связь смартфон ловит отлично, проблем с датчиком приближения не было, как и со смартфоном. Запись разговора на борту. Далее, Bluetooth версии 5.0, NFC модуль в наличии, MirPay встает без проблем. Из навигации на борту GPS GLONASS, Beidou и Galileo. GPS-тест в городских условиях показывает точность 2 метра. Емкость аккумулятора всего 5000 мАч. Нестандартно видеть такой маленький объем аккумулятора у смартфона Blackview. Смартфон поддерживает быструю зарядку на 66 Вт. Внимание, даже беспроводная зарядка есть до 30 Вт. Беспроводной реверсивной зарядки нет. Есть только обратная зарядка ОТГ на 5 Вт. На борту имеется интеллектуальная защита от зарядки. Полный цикл зарядки от 0 до сотки занимает 1 час. В PC-марке устройство выдало автономность 8 часов 37 минут. Тесты я проводил, разумеется, на 100% яркости со 120 Гц экрана. Поедает за 1 час просмотра видео на YouTube на максимальной яркости по Wi-Fi всего 9%. За час игры в PUBG улетает 18-20%. Играть можно без проблем, смартфон не перегревается, не фризит, но это если говорить об не особо требовательных играх. А в тяжелые игры играть можно, но комфорта в них будет, разумеется, меньше. Для оптимизации смартфон под игры здесь разработали несколько сценариев работы, такие как обычный режим, режим работы для максимальной производительности и режим энергосбережения. В меню есть стандартное приложение под названием «Набор инструментов», и в нем находятся различные полезные функции, к примеру, компас, звуковой сигнал тревоги и тому подобное. Тротлинг-тест Smart проходит не с высокими показателями, но стабильно. Тест я проводил на 100 потоках при 30 минутах. В Geekbench в сингл-коре 512, в мультикоре 1524 3D Mark показал Slingshot Extreme 2386, Slingshot 3267, Wildlife Stress Test 1143, Wildlife 1140, Wildlife Extreme Stress Test 323, Wildlife Extreme 322. В Antutu выдал результат в 331 тысячу попугаев. Storage тест показал хорошие 30 тысяч. На холодную 45-минутный стресс-тест прошел, и результаты вы видите на экране. В AI Antutu смартфон выдал 79 тысяч. Летим дальше. Blackview BV9220 имеет степень защиты IP68, IP69K и MIL STD 810H. Как и все устройства с какой-либо защитой от воды, я искупал его в воде, по итогу под заглушки вода не попала. Как и под слот. Весь функционал как работал, так и работает. Погружать смартфон в воду можно до 1,5 метра в течение 30 минут, по заявлению производителя. Но не в соленую воду. Также я протестировал его ударопрочность. При падении на плитку несколько раз появились только незначительные царапины. Экран остался целым, как и блок камер. Тому, кто часто разбивает смартфоны, я думаю, эта модель очень даже зайдет, учитывая ее функционал. Ну и плюс, кто работает, опять же, в условиях, в которых необходима ударопрочность смартфона. Основной блок камер с тыльной части состоит из 3 модулей и LED-вспышки. Основной сенсор ISO-Cell GN1 на 50 мегапикселей, сверхширик с углом обзора в 120 градусов и макромодуль до 10 мм на 8 мегапикселей и 0,3 мегапикселя датчик глубины. Сенсора ночного видения не завезли, запись видео доступна в максимальном разрешении с основного модуля 1440p 30 fps 2К. Фронтальный сенсор Samsung 5K 3P9 на 16 мегапикселей, максимальное разрешение для съемки видео у него 1080p 30 fps. В стоке, к слову, более чем достаточно различных режимов. К примеру, есть ночная съемка, про-режим, макросъемка, портретный режим, 50 мегапикселей и HDR режимы для фото, бьюти-режим, монохром, панорама и так далее. Отмечу, что используются новые алгоритмы ArcSoft 3.0. На фронтальном сенсоре имеется автоматическая подсветка, которая срабатывает при обнаружении лиц в темной локации. Учитывая камеру, у остальных противоударных смартфонов, которым не доводилось тестировать камеры, у Blackview BV9220 показали себя достойно. Короткие примеры вы сейчас увидите. Отмечу, что в плане основной камеры Blackview постарались неплохо. Я приятно удивлен набором сенсоров и качеством картинки. Но, как по мне, лучше бы оставили большое время автономной работы, чем улучшили камеры. А в идеале оставили бы недельную автономность и улучшили камеры, и все. Но
Но что имеем, то имеем. Если они сразу сделают идеальный смартфон, кто будет дальше у них новые модели покупать, правильно? Минусы. Мало яркости экрана, нет мини-джека, маленькая автономность по сравнению с противоударными смартфонами, у которых аккумулятор по 10 тысяч мАч и выше. Можно завести один и тот же отпечаток пальца, но так и у Xiaomi можно, и радио только с наушниками. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Если промокоды, смотрите в моем телеграм-канале скидок по ссылке в прикрепленном комментарии. Не забудьте подписаться на телегу скидок, телегу мою личную и телеграм-канал взаимопомощи. Плюс написать в комментах здесь, что бы вы еще хотели увидеть на обзор. Всем, кто оставит любой комментарий больше 5 слов, знайте, вы помогаете проекту, и огромное вам спасибо за это. Резюмирую, Blackview BV9220 показал себя в плане производительности даже очень неплохо, учитывая прошлые модели, можно с уверенностью сказать, что на месте компания не стоит. Тут вам и адаптивные 120 Гц, и быстрая зарядка, и беспроводная зарядка, и улучшенная ударопрочность, и новая оболочка. От меня девайсу однозначное да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.